Ребята, завтра в пятницу я познакомлю вас с новым проектом, с курсом, который я сделал для вас. Он называется «Детский портрет». Я буду писать акварелью. Вы можете работать любыми материалами. Завтра обо всем расскажу. И на сайте будет выложен первый урок бесплатно, и вы сможете его посмотреть и потренироваться. Олег Сизаненко. Картина должна быть такой, чтобы у потомков не поднялась рука выбросить. Ну вот потомок Фешина, внучка егоная, которая сейчас наследница, как я понимаю, наверное, единственное его состояние. Уж не знаю, сколько картин, но ведь продана девушка с маникюрными ножницами, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. По слухам, ей до лампады вся эта живопись ее великого предка. Ну, не осуждаю, она наследник, вправе распоряжаться имуществом. С другой стороны, продажа на Кристис или Сотбис — это же не выбросить, правда, это же просто передать в другие руки. Ну, а потом распространенные случаи, когда картины известных художников Ван Гога, Гогена находили на чердаках, ну, практически на помойках, да, просто они были за ненадобностью куда-то там, как хлам, выброшенные на какие-то чердаки. Потомки разные бывают. Ну, кто-то написал в комментарии Олегу, что главное писать нужно так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты получал удовольствие, был счастлив от того, что ты делаешь, как ты это пишешь. То есть твоя душа растет, как я понимаю. Написал, подрос, дальше картина тебе не принадлежит, у нее своя судьба. К тебе это уже не имеет отношения. Ну, точнее, может не иметь отношения, либо имеет как бы опосредованное такое. Как вы считаете, друзья? Дайте знать. Жорж, нравится смотреть бесконечно на текущую воду, на огонь и на то, как кто-то умело работает. На женщин не на всех нравится смотреть. На опустившихся алкоголичек, принимающих запрещенные законом вещества, развратных хабалок. Не то что смотреть и рисовать. Видеть ненавижу. Как писал Антон Чехов, в человеке должно все быть прекрасно. И потому, это уже цитата закончилась, если все отвратительно, пишет Жорж, ужасно в человеке, и любоваться нечем, не имеет значения, мужчина или женщина, это просто тварь. И что на нее смотреть, на тварь эту? Да простит меня вселенская любовь. Вселенская любовь все прощает, иначе бы она не была вселенской любовью. А вдруг вы идете по улице, вот тварь такой вот сидит, бомж такой вот противный, да? А вдруг этот, например, переодетый актер, ну, Ричард Гир, например, или Шварценеггер, по-моему, они, ну, притворялись бомжами и там сидели, или не Гир, или кто-то еще. А, вот этот вот, как его, Киану Ривз, по-моему. Ну, поправьте меня, кто там, в общем, бомжатничал. И все проходили, тварь, гнида такая, ну, смотрели на него. Ну, всякое бывает. А потом у каждого случая такого есть причина, как тут быть. Или поступать, как Ницше учил. Ну, если слаб, то толкни его сильнее нахрен в эту грязь лужу. Он же слаб. Чего ему руку-то подавать? А помните, «Ностальгия», по-моему, да, фильм, там Янковский идет, свечку там несет, долго, там, Тарковского фильм, и рассказывает историю, как он протянул руку, ну, вот такому, твари такой, чтобы вытащить его из лужи. А тот рассмеялся и сказал: да ты что, я здесь живу. Ну, в смысле, не надо меня вытаскивать и помогать. В нашем ботаническом саду разные растут растения, в том числе и колючие, такие запрещенные законом, борщевики всякие. Виноградник тоже растет. Взял Горбачев и повырубал к хренам собачьим все виноградники в Крыму, чтобы меньше пили. По мне, так глупость просто несусветная. Ну да ладно, что скажете, друзья, тема такая серьезная. Друзья, я набираю группы на мастер-классы.
С 5 по 9 марта будет класс в Гурзуфе. В начале марта в Гурзуфе сказка, потому что пора цветения начинается. После него с 9 по 13 апреля мы поедем в Плес. С 1 мая по 5 мая будет класс на озере Гарда. Будут новые и очень интересные локации, приезжайте. С 7 по 11 мая я жду вас в Риме. Мы будем рисовать водными красками, я буду писать акварелью, темперой. Это будет незабываемый класс, лучший город на Земле. Записаться на все мои классы можно на сайте, либо присылайте мне письмо в WhatsApp, либо на почту, куда хотите, в соцсети, в Telegram. Андрей, П. 8. Обычно у вас я смотрю только последние секунды, где вы творите. И то хорошо. Слушать глупые в большинстве вопросы мне неинтересно. Можно разделять... это вопрос. Можно ли разделять ваши видео на разговорные и где вы только рисуете? Промотали и посмотрели там, где рисуют. А как кино, например, идет, вы любите, например, экшен, чтобы убивали. И как его разделишь? Оно там все напичкано этими сюжетами. Даже много случаев, когда издатель, этому писателю говорит, ты побольше, чтобы крови было, на страницах. На каждой странице там, чтобы почаще это все взрывалось, что-нибудь там куда-то убегали. Так больше покупают. Допустим, вы писатель. Или как это все разделить-то? Я не понимаю. Все в книжке или в кино переплетено? По поводу слушать глупые вопросы. Я считаю, что просто есть вопросы. Вот и все. Делайте их умными. Вы, Андрей. Или у вас просто вопросов, наверное, уже нету. Покажите нам, что вы рисуете. Это всегда интересно. Что пишете. В Телеграме у нас есть тусовка. Мы, в общем, просто общаемся. Такая палата, уж не обессудьте. Пройдите по коридору, может, каких-то поумнее найдете палаты другие. Госпиталь большой, длинные коридоры. Джапнегат. Этот последний портрет дочери. Это не дочь, это Настя, соседка там в деревне в одной на стуле с куклой прекрасен. У меня сложилось впечатление, что окончательного эффекта вы добились только в студии. Да нет, я писал прям там на воздухе и больше не трогал ничего в студии. Бывает так, что дорабатываю и потом в мастерской, это правда. Бывает так, что это не 1 год даже стоит, настаивается работа, как коньяк. Потом крепче забирает. Александр Перченко. Можно ли писать темперой по масляному грунту? Друзья, подскажите, я не в курсе. Темперой по масляному грунту. Наверное, можно. В комментариях тогда напишите, чтобы Александр прочитал. Я просто темперой люблю писать, но на холсте мне не очень как-то приходилось. На бумаге, да. Татьяна Зимина. Чем же разводить белила цинковые? Они довольно густые и требуют грамотного разбавителя. Льняное масло их желтит. Мои подруги, художницы, убеждают меня, что ничем не нужно цинковые белила масляное разводить. Что скажете, дорогой мастер? Татьяна Зимина, спасибо большое. Я пишу растворитель у меня, разбавитель, без запаха, такой МСХ. Потом текуриловские какие-то разные продаются на Валбересе, без запаха тоже, для масляной живописи. Просто заказывайте там, может, подешевле даже будет. И я ничего не добавляю, никакие льняные масла и, в общем-то, лаки тоже. Мне так нравится. Так что, если они уж прям такие густые, то, окунайте кисточку в этот растворитель. И без запаха, по-моему, хорошо. Гу-5G, что-то непонятное имя, по поводу портрета Лиза. Мне стало интересно только то, что вы специально не нарисовали в перспективе надлежащем ракурсе голову и торс.
воспринимает, что голова будто вид снизу. Да, это так и было снизу. А торс – вид слева сверху. И вопрос в том, что вы так нарисовали для большей выразительности или так получилось? Так получилось. Можно и нужно ли нам при рисовании также применять подчинение перспективе и ракурсам полу фигуры? Нет, не нужно. Если вы видите ошибку, не совершайте таких жутких ошибок. Пишите как нужно, как вы видите. У нас просто разное видение. Я вижу, что у меня нет ошибок. Вы видите, что есть. Ну, значит, не допускайте ошибок. Все, чтобы точно было. Пишите с учетом перспективы. Друзья, отмечайтесь в журнале, задавайте вопросы, комментируйте, делитесь с друзьями моими видео. Предлагаю вам посмотреть еще один ролик «Николай Фешин в Казани». Я снимал его для вас.